Всем привет! И вы на канале Черничники, где семья живет в лесу. Сейчас пойдем всех выпустим, всех покормим, ягнят, поросят. Потом немножко позанимаемся в нашем хозкомплексе, поработаем. Потом съездим в деревню на участок, будем забор устанавливать. Потом приедем опять на хозкомплексе, поработаем. В общем, есть что показать. Пошли. Вепри, они свиньи. Перерыли возле сарая, возле дома, возле пруда, везде все. Эти дикари. Ну что, кабаны? Вы куда? Еще дополнительно по бутылочке выпивают, чтобы были крупные, сильные. То производители добавляют в этот комбикорм, что собакам пахнет, очень любят его кушать. Сухое молоко, походу. Так, гуски, вы еще не слазите еще? Выходим. Во, как пеноплекс склевывают. Мы специально здесь накидываем, чтобы не ходили хозкомплекс склевывать, пока не обшьем. Потому что обшивать хозкомплекс металлосайдинга будем только через недельку. Надо как-то продержаться это время. Так, надо корыто с каждым днем все ближе и ближе к хозкомплексу отодвигать, чтобы животные понимали, что кормление уже не здесь, а вот там. И бежали утром к хозкомплексу, а не к дому, к сараю. Три минуты назад поели вдоволь, вот такие вот животы. И все равно роют. То есть они не от голода роют, это просто природный инстинкт. Вот что им там надо? Вот что если вот живот как бочка, во. Что ты там ищешь, ты? Хотел сейчас курицу покормить. 2 цыпленка выбежала. А она у нас, оказывается, уже и нестись начала. Во! Еще цыплята большие. А там, видишь, маленькая.
Первое яйцо вот такое дала. Первое. А потом уже снесла нормальное яйцо. Слушайте, так она их скоро бросит уже тогда, получается. Так вообще удивительно, что она их еще не бьет. Она обычно, если начинает уже нестись, она начинает их бить. Ну так они нестись так рано не начинают. Косит под несушку. Наверное, просто весна пришла. На вот, кушайте. Сейчас. Чтобы те вернулись как-то назад. Согнали назад, еда, вода есть, растите большие. А ну кыш пошли. Это что, стоят, дерутся все. Кыш пошли. Кыш. Кыш, говорю. А ну перестаньте. Перестань, говорю. Сиди, сиди. Ай, о, грустят. Нам надо уехать, причем не на один день. У нас в деревне идет установка забора. Поехали туда, там и переночуем. Наконец-то у нас повод переночевать в доме. Вот установка забора спровоцировала нашу ночевку. Вот так будет это все? Да. Прям вот прям сюда вот это. Это у нас с Кубы, да, так? Две статуэтки. Так что немножко за компьютером поработаем. Здесь поспим, да? Кстати, вот здесь две статуэтки с Кубы, а у нас еще есть две статуэтки с Африки. Пошли, пока здесь стоят. Вот. Слышишь, ну, я не помню, мы когда в Африке брали, мне кажется, таких трещин не было, да? Здесь отопление включили, и вот такие вот трещины появились. Хотя он кричал, помните, черное дерево, черное дерево.
Ну, здесь, наверное, жарко. Ну, наверное, сухой воздух просто, да? Угу. Ну, а так, конечно, издалека-то нормально. Выгружаем забор. Мы его еще сами не видели. Валентина нашла какой-то вот такой вот в интернете. Типа что-то такое волной. Ну и Костя скинула. Костя говорит, так, ну это не очень, надо чуть-чуть доработать. Звоним потом через месяц, ну что там, говорит, надо, говорит, я, говорит, еще кое-что добавил. Через месяц звоним, ну еще кое-что добавим. Мы говорим, Костя, ты нам уже, наверное, сплошняком валишь. Поэтому для нас этот забор будет сам сюрприз. А еще, кроме забора, мы еще заказали себе стол. Но когда на улице готовишь, то те шашлыки, некуда положить мясо с решеткой. Когда готовишь там тоже суп, некуда там черпак положить. И такой на улице, чтобы не деревянный, чтобы не гнил. Это заберем его к себе домой, туда, в лес. А забор, конечно, должны сегодня установить. Стол мы уже дома посмотрим. Я, если честно, я думал, он будет вот такой вот маленький. Ну, такой тоже хороший. Но мы уже дома распакуем. Мы сейчас его, чтобы в прицепе его не поцарапать, да? Ну все, класс. И снизу одна, вторая. Здесь плиточка. Как ты вклеил сюда. Это машина какой-то стекольный клей, который лобовухи вклеивается, что ли? Ага. Ну, такой уже будет нормально. Тут дерево с год-два изгнивает. Крутяк. Или обратно едем домой? Не, домой не едем. Едем, его везем наоборот туда. Чуть не так заходил. Ага. Ну, давай. Ставить сюда, под стол. На стол, да? Да, а потом будет. Давай, фонаря завалим. По-моему, подложка. Подложку до столба положи. Много я изменил? Угу. Немного. В смысле, я вообще даже не помню, как это выглядело. Слышишь? Кость, ну вот когда тебе присылали, вот у тебя тут даже винтовой такой вот. Там тоже было. Да? Я не помню, я даже. Все как там, да? Нет. Слышишь? Ну это. Вези, наверное, назад. Просто для нашей деревни это слишком шикарный забор. Ну. А ты не написал, здесь живет наркобарон, здесь никакой. Кубинец. Ну да. Очень круто получилось. Слышишь, а я Ну, почему-то, видишь, почему-то, мне кажется, на фото было с одной стороны так, а с другой стороны так, нет? Нет. Я не помню. Ну круто. Чуть-чуть изменил. А что за краска? Чего она такая блескучая? Краска 3 в одном и еще под лаком. И она не сгниет, что ли? 3 в одном еще и под лаком? И вот и покрашено вот один в один, как у меня на этой сверху. Что? Ну вот эти вот сверху похожи, да? Ну серебристая такая краска. А, ну ты хотел видеть. А ну это как бы взять патину золотую сделать, она бы уже не подошла тебе. Ну да, под твой дом. Что, Валь, переселяемся уже сюда? Костя нас заставляет сюда ехать, да? Так видишь, вы всегда хотели переночевать первую ночь. Вот вы, получается, за меня первую ночь ночевали в своем доме. Да. А вы все не знали, как подобрать момент. Ну очень круто. Угу. Первую ночь надо ночевать в своем доме без тебя. Было нормально. То Костя со свечкой стоял. Первый раз
в этой хате что-то варится. У нас остались головы от рыбы, что мы закоптили. И будет большая кастрюля крутой ухи. А вот этот вот винтовой, это такие продаются вот такие винтовые трубки? Нет, это все гнул. А если Ну, ты не- станки? А если ты неправильно согнул? Ну, опыт. А практики. вот эти штуки ты покупал? Нет. А мне не получается купить. Вот смотри, вот есть покупные, много, да? Вот такие, Как бы, да. Но у меня в основном, как я делаю, все под размер. Вот картинку показали, а мне нету именно такого размера. Мне надо именно То ширина, есть ты вот эту длина. штуку тоже сам все делал? Много было изменений. Смотри, как на картинке посмотрел, да? Там как бы по-другому сделано. Это решил как бы сделать просто. Нету вида. И ты вот решил вот это вот... Да, вот это накатал. Там просто перекресток, но не смотрится. Я думаю, что ты только Как на бы, столько месяцев да. пропал с забором. Смотри, я сделал пролеты, все, сварил. Ну думаю, ну здесь, блин, ну пусто, как бы нет вот этих вот, как бы не смотрели. И ты бы. потом их еще... Я все варил, потом разрезал, по-новому все И варил. вот это варивал. Да, по-новому. Ты что, псих, что ли? Это тоже сварил, это сварил, все, не смотрится. Переделал. А сначала и тоже не было, просто шишку, не смотрится, потом эти вставил, как бы. И каждый раз оно все время набегало, потому что как бы доделал. Ты художник, конечно. И что, через 10 минут уже будет первый пролет стоять? Ну да. Хорошо. Я пошел, короче, отвернусь, пару деревьев обрежу, прихожу, пролет стоит. Пока здесь, то хоть немножко за садом поухаживаем. Друзья, а вот напишите в комментариях, я не особо садовод, но я вот знаю, что это вот этого точно не должно быть. Это надо, наверное, чем побрызгать? Это надо все взять пульверизатор и медным купоросом побрызгать или чем? Напишите в комментариях, тогда мы, может, обработаем тогда. Потому что я, ну, как бы ничего не брал, но я смотрю, что это серьезная болезнь. Может она даже пришла от того, что у нас плодовые деревья растут вместе с лесными деревьями. Говорят, что эта зараза может так и передаваться. Валентина, конечно, еще говорит, поехали еще семги купим, а то будет уха не жирная. Так было? Нормальная будет. Такие головы, столько икры, хвосты. Наоборот, самое, что не жирнющее. Ну, конечно, может, я по себе сужу. Для меня голова в ухе это будет просто самое главное. Рыбы может не быть, вот голова что должна быть. Слушайте, было пол кастрюльки стало целое. Семга ты. Я сначала, Валя, эти ветки все поднимал. Но не знаю, куда я даже ложить. Просто кидаю, пока вот их деревья пускай валяются, не знаю. Птицы поют, как у нас в лесу. Так тут деревья уже с почками. Тут собрались цвести некоторые деревья. Тут теплее намного, чем в лесу. Дима! А! Один готов! О, уже пролет готов. Вот это Давай кофе! говорит, кофе давай. Пошли посмотрим. Ну все, знаешь, как чувствуешь, как себя как за каменной стеной. Я бы уже такой барьер бы не брал бы в своем возрасте, конечно. Уже на эти пики. Ну круто. Держится хорошо, но. Тут такие хорошие саморезы сюда толстые фигачат.
даже какие-то заглушечки тут. Ты этому угадал? Вообще просто идеально. Вот просто и под верхние, и вообще цвет супер подходит. И под забор, под все. Вот я даже, у меня слов нет, я не могу подобрать. Все просто Нахваливай. Художник. Он уже, Димка, его видел у нас. Как его сделать. Да? Он ехал домой, он уже все знал. Надо столбы эти снесли, а то портят всю красоту, да? Вот эти. Вот, в Уфе самое вкусное это вот голова и икра. Ну, 2 пролета стоит. Если, Костя, если еще ворота будут стоять, то можно будет и шашлыки сделать. А если не? Ну что, хлеб будем грызть? Понял. Благодаря тому, что на участке есть деревья, то тут дрова будут всегда свои. То есть захотел, любое деревце срезал, ветки подрезал, верхушку. Дерево срезать легко, вырастить тяжело. Пошли шашлыков сделаем. Костя, знаешь, чего ты шашлыки будешь сегодня делать? Смотри. Эта табличка, ты ж вместо нее железную привез. Вот теперь будет это, деревянную сидим шашлыки, уголь будет. Кстати, возьми, я тогда, когда делал табличку, у меня как бы патины такой не было серебристой. А сейчас же с собой привез, покрасить бывает. И давай выделим там более рисунки. Цветочки. А там она как бы сливается, все, а так выделим более. Гармонировать будет? Ну конечно, она более выделена. А так она получается только вишневая видно, надпись. Ну давай. Сейчас возьмем патину. Я сейчас до этого доделаю. Слушайте, я когда с улицы смотрю, здесь какой-то лесопарк. Здесь какая-то зона для отдыхающих, деревья растут, ворота такие, знаешь, как будто парк развлечений. А плитку сделать так и все, извинится. Ну так осталось плитка, и все, и дом готов. Слышь, ну ворота закончим сегодня? Да. Костя молодец. Ну. Теща мобиль. Сегодня даже теща к нам приехала, тут смотрит, как устанавливает, картошку чистит. Помогает тоже. Все, это последний мешок. Вот так. Я туда сейчас стол и плитка, за плиткой еще заеду. Влезет же. Если меня 80-килограммов выдерживает эта плитка, то выдержит черпак с шашлыками. Сам 100 килограмм весит. Обедаем и по коням уезжаем.
Ну вот, наконец-то мы домой приехали, разгружаемся. Дайте какое состояние. Вроде бы ночевал в своем доме, но он какой-то чужой для нас. Вот, как будто в какой-то гостинице, да, Валь? Да. Но это самая лучшая гостиница была где-либо, где я ночевал в жизни. Чтобы нам жить в лесу, ездить по бездорожью и возить стройматериалы, нужен просторный автомобиль с высоким клиренсом, такой как наш Volvo XC60. Если вы хотите себе тоже такой автомобиль, то я рекомендую его искать на Дроме. Мы себе тоже всегда автомобили именно там подыскиваем. Дром, как по мне, лучшее место для покупки и продажи автомобиля. Вот устанавливаем фильтры от собственника. Так мы увидим объявления только от реальных подтвержденных владельцев и не потратим время на сомнительные объявления. А если под желание и бюджеты ничего не нашлось, можно нажать кнопку «Подписаться», и вы будете получать уведомления о появлении новых вариантов в желаемых категориях. Ну а чтобы точно не попасть, лучше еще и отчет купить. Даже если вы уверены на 100%, лучше перестраховаться. Ссылку на Дром я оставлю в закрепленном комментарии, чтобы вы без опаски могли выбрать себе автомобиль мечты. С Дромом это просто и понятно. За авто иди на Дром. Зима ночью пришла. Опять зима побеждает. Это не те, иди вот кушай шкурку. Зинка. И все-таки я рад снегу. Хоть пруд наполнится. О, кабаны хоть тоже не будут сегодня по снегу. Давайте стол с вами рассмотрим. Мы часто на улице готовим. Если готовишь плов, то надо прийти, поставить кастрюльку с рисом, кастрюльку с морковкой, порезать лучок и вот где-то положить черпак, вот, где-то положить шампуры, шашлыки. Нам всегда не хватало вот для готовки на улице стационарного стола, который будет, не надо будет выносить с дома, а то мы вечно на табуретках,
на лавочках каких-то. Вот. Мы всегда мечтали о таком столике. У нас скоро ляжет здесь тротуарная плитка, и он на ней будет стоять. Здесь вклеена такая плитка на такой автомобильный стекольный клей. А под низом ее и еще и металл. Поэтому должна простоять 100 лет. И даже если она треснет, то можно ее будет заменить на другую. Вот. Он будет нам помогать в готовке на улице. Правда, хороший? Угу. Костя молодец. Я такой и хотел. Покрашена в несколько слоев специальными хорошими красками, с лаками. Надеюсь, не поржавеет он на улице. Вот снизу металл. Так, а чем мы сейчас занимаемся в хозкомплексе? Вот это уже приехал металл на софит, сайдинг и отливы. То есть уже ждем ребят, и тогда уже полностью его обошьем, и будет красота. Плиточник сейчас вылаживает нас на углы, а мы, Ваня, я уже несколько дней белим потолки и стены. Привез я вчера такую плитку еще. Прицепом ехали. Специально выбрал 25 шириной. И она вот будет вот так вот ложиться чисто на наши косики. Вот, и все. Дальше не будет. Дальше уже побелочка. Для чего это надо? Потому что здесь будут животные выходить. Каждый день. Целый день. Свинья будет об эти углы тереться. Потому что овцы будут цепляться. И чтобы это не только хорошо мылось, а потому что эти углы, видите, здесь только цемент, а здесь уже под низом пенопласт выравнивали. Этот пенопласт они пробьют буквально за полгода. А плитка будет уже навечно здесь стоять. И поэтому сейчас надо 6 дверей, чтобы плиточник это все выложил. И тогда мы уже сможем уже до конца все побелить. Ну и вот так вот это все получается. Вот плиточка, а здесь уголок металлический. Чтобы в этот металлический уголок не давал эту плитку ни царапать, ни бить.
Пускай уже Зинка трется сколько хочет. Давайте сегодня наш хозкомплекс попробуем побелить вот таким инструментом Конкорд. И подсоединим этот инструмент к воздушному компрессору. Тоже Конкорд. Может, сможем тогда потолки побелить. И еще быстрее будет. Инструкция на русском языке, надо будет ее почитать. Надо ручку прикрутить. Спереди крепление, сзади колеса. Разбавляем все 50 на 50 с водой. Тогда лучше наносится и пистолетом, и валиком. Пленкой окна заклеил, а здесь откосы мы сделали, намазали кисточкой. Вот в этом бочонке классно, что я могу горизонтально красить потолок, потому что тут вот до сюда трубка идет вниз.
Кормушка в теплице тепло, позеленело. Надо декабристам дать воды и еды. Свеженькой. Вакцину у нас опять тут по деревням развозили, бесплатно давали. Это от Ньюкасла, от этих зараз, которых прошлой весной у нас куры погибли. То мы тем, которые на воле гуляли, в еду в этот раз добавили. Не в воду, а в еду. Ну, а этим декабристам, они в теплице сидят, то ничего не давали. Только они от перелетных птиц пока никак не пострадают. Так что надеемся, что в этом году у нас птица не погибнет. Ну тоже еще эти цыплята, наверное, здесь недельку посидят. Хотя какие-то цыплята уже едят как полноценные куры, уже, наверное, тоже скоро занесутся. И надо будет их уже сейчас вот добелим курятники. И, наверное, уже перенесем их в курятник, да, Валь? Угу. Может, кому-то надо, Петушки. а курочки нет? Кому-нибудь что-нибудь надо вообще? Петушки. Нет, мы же дамок больше не разводим. Надо их продавать, потому что мы просто забыли, что такое прилетает ястреб и уносит их. Видишь, Каким-Хинов ни одного не унес. Что вы тут встали, бабекаете, а? Что вы хотите? Что вы тут хотите? Морковки, что ли? Сейчас дам морковки вам. На, Белка, тебе отдельно, как всегда, да? С какими-то овцами не должна толкаться за еду. Нам надо в течение месяца разобрать тот старый сарайчик. Надо торопиться, потому что когда будет ложиться плитка вокруг дома, будет сниматься чернозем. И сразу же этот чернозем на место этого сарайчика подсыпется, потому что он в низине стоит примерно на полметра. Поэтому его надо разобрать, и там потом подсыпется. То есть вот тут он получается в такой низинке, то ли в рост, то ли что, но тут должно быть вот так вот земли, вот, в этом месте. Я тут смотрю, что хозяева уже бывшие даже двери подрезали, чтобы он открывался, вот.
Вот какие кривые двери уже. Он, наверное, врастал тут или что. Сейчас надо разобраться, что в мусорку, что в печку, что в погреб, что на чердак, что в наш сарай, в гараж. Короче, это надо, ну как бы такое все. Тут вот что 5 лет лежит, только и лежит. Вот, например, карнизы. С одной стороны, они нам пока не надо. А с другой стороны, это настоящее дерево, деревянные карнизы. Они по-любому нам где-нибудь, когда-нибудь в жизни пригодятся. Надо их сохранить и закинуть на чердак нового сарая. Вот, это тоже. Валентина еще поносит. Чего, нет? Смотри, какие ритузики еще хорошие. Как хочешь. Значит, в мусорку. А что ты их хранила вообще тогда? Я не знаю. Заносить не собиралась. Это, скорее всего, чтобы это цыплятам подсылать. Суперфосфат аммонимизированный. Это огород подсыпать. Прям сейчас. Всю пачку. Раскидать можно, да? Да. Спасибо, пойду раскидаю. Корице хоть поилку заменим, а то она, ей неудобно 3-литровой банки пить. Видел уже, у нас чеснок повыходил. Ну, так а Зимой посаженный. в Бресте уже еще раньше вышел, потому что там теплее. На, сильно тебе удобнее будет. Цыплята с 3-литровой банки, а тебя сюда, пей. Пей. Цыплята все живы, 3, 6, 9, 10, 11. 11, все нормально. Ну вот, в свинарнике уже откосы из плитки готовы. Тут и тут. Пришлось даже розетку переносить. Что будем плиточкой 25 сантиметров заделывать. Как раз попадала розетка, ой, включатель, как раз в это место. А его перенесли сюда, да и рукой не будет мазаться. Вот теперь поставится тут. Вот, щеток, поилка. Так она побитая. Точно. Выкинуть ее уже. Новую купить. Чем мы хранили это все время? Значит, а вот это еще пригодится? Ну, это можешь еще положить. Но обычно вот эти поломаются, у нас таких уже много. Угу. Видишь, пластик, он год, 2, 3 и все, ему на солнце хана приходит. У нас таких поилок, я не знаю, вот мы их лет 10 назад купили, да? И вот, я смотрю, даже вот здесь, смотрите, микротрещины уже пошли. Солнце, мороз, холод, это все перепады, пластик тоже портится. Значит, выкидывай. И эту? Угу. А эта ведерко еще послужит или... Или оно тоже дырявое? А чего оно такое? Его свиньи поломали. Это... наверное, еду... Так а что мы его храним? Сито. О. Короче. А зрители нам часто говорят, у вас такой порядок на улице? Конечно, порядок, мы все спрятали туда.
Ты, Валентина, что тут свои штанишки постоянно хранишь? Тоже от цыплят, видишь, для цыплят. Сейчас, Белка, мы тут все уберем, мы все выбросим. Это тоже мусорку. Да, пакет с пакетами. Деревянные карнизы выкидывать нельзя, они еще в моду войдут скоро. По новой. Благо, что у нас много чердаков и есть где это все хранить. Ты, Валентина, понимаешь, что он делает? Это он так хочет тебя ударить. Это он перед боем так делает всегда. Дик молодец, Дик защитник. Рядышком зернохранилище, они там ели, а тут от обжорства умирали. Потому что коты их не ловили, они от скуки вздыхали. Это жестко. Это мы пленку собирали. Думаем так, пленочку такую пупырчатую нельзя выкидывать. Это когда подписчикам кружки будем высылать по почте, чтобы не побились. В итоге уже тут мыши поселились в этой пленке. Дима, под бинтамкой уже цыплята лупятся. Ого! Я даже не записал, когда мы положили. А, подожди. Теща положила на следующий день, мы уехали на Кубу. Это было с какого? 20... Что, уже так быстро вылупились? Пошли глянем. Скажи, что у тебя тут? Так. Один кахинхин есть. Два кахинхина есть. О, два вылупилось уже. А эти, покажи, трое, что. Так. Один проклюнулся, два проклюнулись. А этот ничего не будет. Этот болтун. На, еще сиди. Давай, вылупишь всех тогда. Я даже не буду их под грелку собирать. Они, наверное, нормально. Ей этого достаточно. Вот. Еще один получается выводок у нас. А куда мы тебя разместим? Надо срочно сарай доделывать. Она вот в декабре декабрьских вывела, а сейчас кахинхинов мартовских вывела. Ага. Выглядит. А вот это болтун. За собачий вольер. Подожди, сейчас еще тоже дам. А, тут надо разобрать сначала, ну беги.
Это какому-то из пылесосов. Да, наверное, его уже даже у нас и нету. Нет, это газонокосилки. Но мы все равно не залаживаем эту дырку, поэтому можно храним. Чехлы от удочек. Я знаю таких педантов, которые на рыбалку ездят, каждый раз чехольчика, удочки достают. Валь, у нас 30 удочек. Если мы каждую удочку будем засовывать в чехольчик, потом доставать с чехольчика, засовывать в корзиночку, достанешь кошелечек, то у нас так и день пройдет. Поэтому мы таким не пользуемся. У нас удочки как дрова, наложили, связали между собой веревками, да, и все. Мусорка по ней плачет. За 5 лет не пригодилось, значит и не пригодится. Можно эти крепления все поснимать и на них же на чердаке что-нибудь повесить. Один раз в месяц у нас вывозят мусорку, а мы ее сейчас за один день наполним. Старые вещи выкидывать надо, но раритетные нельзя. Еще пригодятся. Можно даже в новый гараж поставить, пока что в них что-нибудь хранить. Куда тут вот защелки бронзовые, настоящее дерево, не ДСП какой-то, пускай стоит. Будет время, даже можно отреставрировать.
делаешь вид, что работаешь. Ты работай, давай. Не делай вид. Давай, что там поломанное тут. Так, давай, знаешь, как сделать? Да. Надо остается? Поднимай. Сюда. Я открываю эту штуку. Ни о чем не жаль. Ну все. Все убрали. Уже Джина делает вид, что ловит мышей. Ты точно ловишь? Все. Порядок. Это помещение уже можно полностью разбирать. Видите, здесь черный потолок. Такое подгнившее уже. Вот в этом месте, походу, стоял кормозапарник раньше. И тут кушать свиньям готовили. Какая-то печечка такая. Но в этом здании две двери. Во второй еще склад зернохранилища. Еще немножко зерна здесь есть. Надо эти бочки полностью все опустошить, и только тогда разбирать. А в бочках еще где что. Кукуруза, горох, молотое зерно. Еще чуть-чуть. Все, выселяемся на солнышко. У декабристов уже лампочку забрал, уже она им не нужна. Сейчас подготовим новое место для тех, что бентамка вывела в кахинхинчиков. Будет лампочка висеть в овчарне. Там в свинарнике 11 кахинхинчиков. И здесь будет 4, наверное. Комбикорм используем чисто для цыплят. Никаких творожков, никаких яичек. Это все лишнее. Они от них запоносят и сдохнут. Комбикорма никогда не давал. И никакую желтую кашку тем более нельзя давать.
Так, у тебя вот тебе большая кормушка, маленькую забираю. И маленькую поилочку забираю у тебя. Да тебе так хорошо здесь мне. О, обалдеть. Покажи, что вылупила тут всех остальных. О, 4. Молодец. Забираем у тебя их. Пойдем вместе с нами, идем. Идем, все, видишь, а твой, идем. Вот видишь, о, здесь вот, видишь, вот еда есть. Чтобы она не улетела, это у нее. Это не кахинхин. Сейчас испугается и улетит. Видишь? О, молодец. Вот. У меня было нового хозкомплекса, я даже не знаю, куда бы мы вас распределили бы. А в этот курятник уже пойдут крупные куры. Ну вот, в этом курятнике уже курсики есть. Сейчас надо их зафуговать. И тут можно еще, наверное, вторым слоем побрызгать, чтобы не было... как-то было, что однородная, наверное, стенка, да? Или какая разница, все равно запалят куры. А этот курятник мы только половинку покрасили. Так что давай нам не этот еще выберем. Вот тут 50 на 50 с водой, то тоже можно второй раз брать. А здесь ни разу еще не дали до этой стенки. Так что продолжаем делить. Только что ходил в саженку намочить тряпку. Что я там увидел в саженке, вы не поверите. А где она? Головастиков? Не.
Пошли, я покажу. Ты уже видишь? Да. Ну и вот что за прикол? Смотрите. Это утиное яйцо. Я надеюсь, что она его по ошибке снесла здесь. Надеюсь. Потому что мы вчера, Валь, помнишь, видели, что они выходили туда от мусорки. Мы там полчаса с Ваней троем облазили то место и не нашли утиного гнезда. Ну, вот так вот. В прошлом году они на мостике, на домике, стоял по центру пруда домик, они там нанесли 30 яиц, вылупили 4 цыпленка. Если в этом году, я вот всем обещаю, потому что все хотят бегунков, чтобы были, бегали. У нас не зоопарк. Если вот эти наши утки, каждая по 10 утят не выводит, все. Невозможно их держать на вольном выгуле. Они, почему еще здесь? Они не хотят в сарай идти. Они ночуют на водоеме уже, вот как потеплело, как пруд растаял, они в сарай не ходят. А если они в сарай не ходят, в сарае они не снесутся, в воду будут нестись, то что это? Зачем мне такие утки нужны? И гуси то же самое. Держи их год. У нас каждое животное должно приносить пользу. Редберга заказывали товар. И... О, какой удивительный заказали. Силовой морозостойкий на металлической основе. Во, толщина какая. Можно даже сварку включать. Надо нам домик на дереве помыть. Сейчас туда удлинитель протянем. Таньте холодные такие, холодные, аж слюни текут. Раньше у нас павлины ночевали вот на том дубе. И было как бы все в порядке, пока Дик не задушил павлина-самца. А сейчас павлины ночуют на этом дубе наверху. А им тут хорошо, с домика на дереве запрыгивают, но потом гадят сюда. И поэтому приходится регулярно мыть террасу. Так что вольный выгул не сильно-то и хорош. Утки в сажалке несутся, павлины террасу загаживают. Но надо им обрезать крылья, тогда они будут ночевать в сарае новом. Короче, они поели. И вот Валентина того завалила, поглаживая, а я этого, смотрите, силы нету, короче, ходить. Язык высунул и лежит. Все. Дикие, смотри, ласку любят. Ты что язык достал? 2, 4, 6, 8, 10, 12 сосков этой свинки. Зинка, доедай уже за ними. Что? Такие ласковые дикари выросли. Я говорил, если будут ласковые, то себе оставим свинку. Но что-то я перехотел, они весь двор уже перерыли. Разве что их на цепь сажать, на веревку, как на Кубе.
Надик, вот это поедай на. Иди, на вот это кушай, на. Начинаешь. И что-то у нас странное. Три кушают, а вот это только роет. Что-то уже 2 дня ничего не ест. Вот только что роет, что-то там дает травинки. У нее вообще крыша поехала. Почему она так делает, не понимаю. Бегает за тобой, есть хочет, а когда наливаешь еду, она убегает от тебя. Но. И начинает кушать траву. Какая-то подозрительная у нее. Что-то у нее психологически или что. Уже 2 дня только корни ест. Наверное, у нее больше дикой крови. Ну, что мы имеем на сегодняшний день с нашим хозкомплексом? 6 дверей сделаны откосы и зафугованы. И 2 курятника, побелены стенки и потолки. А свинарник и овчарня это уже потом. Вот. В этом курятнике все белое. Мне кажется, завтра мы даже поставим сюда куриные гнезда и уже перенесем сюда этих бентамок с теплицы, потому что пускай подсохнут, Валентине надо срочно сажать теплицу, да? Да. Вот. И вот так вот зафуговано. Белая плиточка с белой фугой. По кругу белая, даже не кидается особо в глаза. Но зато я знаю, что я буду ехать с тачкой, буду с ведрами, с вилами. Я углы не побью, они есть металлические. Вот. И этот курятник тоже готов. Тут надо еще подсохнуть еще немножко. Тоже зафуговано. Все сделано. В общем, там помещение у нас уже почти готово. Но все равно еще надо розетки, включатели, лампу, поставить сюда гнезда и поставить насесты, включить воду здесь. Ну, так, конечно, можно хоть сегодня их заселять. Ну все, чисто? Ага, порядок. Надо только как-то, чтобы павлины зашли в сарай и обрезать им крылья. Но они не заходят. Я всегда думал, что вот когда взрываются какие-то телефоны, батарейки, я думал, ну как такое может быть, какие-то фейки. Сидим мы только что на кухне, как талови что-то, бабух и дымовуха полностью на весь этот, даже сейчас такой гарь. Пока мы разобрались, что я уже хотел электричество идти выключать. И вот даже до сих пор, вот прошло 5 минут, и вот смотрите, что это взорвалось. Кипяток просто. Смотрите, вот. Просто лежал фонарик. Не включен был. Не включен, просто лежал фонарик. 2 в нем батарейки было. Вот это кипяток вообще. Слушай, я его на улицу положу, еще и нам взорвется сейчас. Был взрыв такой, как будто с пистолета шандарахнуло. Все было в дыму, мы испугались, не поняли, что произошло. Вот. Если бы она лежала, например, на каком-нибудь деревянном столу, то может это можно было, может бы еще и пожар был бы. А так на мраморе и все. Ну, взрыв как с пистолета. Посмотри, оно, получается, вот так вот вырвало одну батарейку, а вторая на улице мы вынесли горячий кипяток. Так я только что с ним ходила, сено скидывала овцам. И он был у меня на голове. Ну, прикинь, это бы в затылок сразу смерть. Ты, короче, сегодня празднуешь день рождения свое второе. Вот я буквально 5 минут назад его положила сюда. Выстрелила прямо туда. И хорошо, что ни окна не выбило, ничего не зажглось. Только что испугались сильно.
Никогда бы не мог подумать, да? Да, вот если бы никого дома не было бы. И загорелось бы что-нибудь, да? Фу, тут таким ядом сейчас пахнет. Давай проветриваем хату. Кстати, это наши любимые фонарики. Мы уже таких несколько штук использовали, и нам они больше нравятся. Я больше такой покупать не буду никогда. Все, такие фонарики больше не берем.